почему мужчины обманывают из-за вот этой большой любви, как они оправдывают? Да потому что для того, чтобы стоять перед истиной, перед вот такой неприкрытой голой истиной, нужно иметь нескончаемую смелость, которой мужчины не наделены от природы. Потому что они пришли в эту жизнь, чтобы эту смелость воспитывать. Но на сегодняшний день в социальном мире мужчины воспитывают интеллект, а не смелость. То есть дух ушел из современного мужчины. Все, чем они держат женщин, которые думают о большой любви рядом с ними, о создании детей, это о том, что они могут дать защиту, финансы, какую-то умную мысль. Но глубоко в середине все базируется на простом сексуальном инстинкте. Да, женщины любят удовольствие. И мужчины очень редко это удовольствие доставляют женщинам. Вы знаете, женщина способна испытать более 25 видов оргазмов. Посмотрите, пожалуйста, дорогие дамы, на себя и подумайте, какое разнообразие оргазмов вы испытывали в своей жизни. Мог ли ваш мужчина доводить вас до такого уровня удовольствий? А теперь представьте, когда женщина удовлетворенная и наполненная, полностью испытавшая удовольствие, она в конце концов от него отделяется. И когда она от него отделяется, она понимает, что оргазм — это просто оргазм. А мужчина — это как хирург или нейрохирург, который разрезает человека, открывает органы и потом уходит, оставляя это все вот в таком открытом состоянии. Потому что сексуальная энергия — это вот такое вот оружие, которое способно погрузить женщину глубоко-глубоко внутрь, где находятся вот эти неисцеленные вековые раны или раны этого мира. И потом он эту женщину оставляет, даже если это его жена, потому что ему просто страшно. Он не готов сталкиваться с тем хаосом, который он там увидел, или женщина, не дай бог, с ним этим поделится. Потому что по факту сама по себе сексуальная энергия, она не несет ничего, кроме энергии. А энергия требует квалифицированного обращения и технологии направления этой энергии в правильное русло. Вот. Так вот, социальный мир и современный мужчина по большей части в принципе не доводят женщину до того состояния, когда она способна осознать, что мужчина как таковой на сегодняшний день совершенно ничего не может. Это страшно звучит, резко, обидно, досадно. Вот. Но если вы посмотрите, какое количество женщин не получает оргазм, живя в браке с мужем, мне иногда приходят, рассказывают, это страшно. Люди живут по 10, 15, 20 лет, не зная, что это такое. Я задумалась и поняла такую простую вещь. Очень здорово, когда ты женщину возбудил, она энергию генерирует, и все, и ты потом ушел. Представляете? И остался то, что будешь пользоваться этой энергией все это время. А женщина все это время будет жаждать завершить процесс. И на вот этом вот удивительном магнетическом притяжении творится то беззаконие, которое мы сейчас видим в современном мире. Мужчина имеет доступ к нескончаемым ресурсам, которые он использует для разных вещей, но в основном для очень разрушительных. Так у меня вопрос к вот этим самым мужчинам. Так когда же вы начнете, извините, преобразовывать свое вечное разрушение хоть в какое-либо созидание? Хотя бы что-либо ценное, например, исцеление создать своей жене, а не требовать исцеления для нее, для ее ума, для ее души, для ее тела, а не требовать от нее поддержки, не требовать от нее молчания, послушания, ну и какой-то там
среднестатистического набора, чего хочет мужчина от своей жены. Ну, простите, пожалуйста, мой мастер меня воспитал, что мужчина — это существо, которое дает женщине, которое дает ее энергетически, которое дает ей интеллектуально, которое дает ей эмоционально. Но современный мужчина — это тот, кто просто хочет брать, давать не хочет, говорит, что женщина меркантильная, что-то я устал на работе, интеллектуально развиваться не хочу, мне дать тебе нечего. Вот. А эмоционально я закрытый маленький мальчик, и у меня вообще там ничего нет. А материально, ну что, я же хочу себе оставить. И вот мы живем вот в такой позиции. Уважаемые дамы, вам очень повезет, если вы своего сына сможете воспитать совершенно по-другому. Да, для этого нужен папа, для этого нужен пример, которых, к сожалению, нет. Пример достоинства, пример чести, пример служения высшим идеалам, служением женщине, трезвость, разум. Но самое главное — это нескончаемая честность и нескончаемая храбрость. Храбрость двигаться в сложности, храбрость двигаться в непривлекательную правду. Храбрость — это переваривать и стоять до конца. Я всем желаю, чтобы ваши мальчики, ваши сыновья пришли вот к такому процессу после того, как пройдут процесс взросления рядом с вами, как с мамами. Пожалуйста, никогда не жалейте своих мальчиков. Это будущий мужчина, это будущий воин. И во многом от ваших реакций на его поступки, на его ложь, на его страх, именно от вашей женской реакции будет зависеть, каким станет ваш сын.